Продолжаю свой хобби-влог. А, Предложила мне Вика в течение месяца пораскрашивать все свои випы, какие есть. Вот, ну, максимально успеть за месяц позаканчивать работы. Я не стала сильно разгоняться, ам, так как, ну, не успею. Есть еще много планов и так далее, задумок, которые хотелось бы воплотить, да, в жизнь в течение месяца. Поэтому сильно разгоняться не буду. Если все раскрашу до конца месяца, все успею, у меня будет желание и время, то я еще добавлю раскраски. У меня, конечно же, начатых работ гораздо больше, чем на месяц, наверное, не хватит. Вот, поэтому я взяла пока немного, ну, а там посмотрим. Давайте покажу, что я хочу закончить. Ну, в первую очередь, круг жизни. У меня здесь как-то так получилось, что две работы подвисли. Ну, прошу прощения, самая первая моя работа была это вот эта черепашка. Я пробовала ее красить, пробовала здесь бумагу и так далее. В общем, я ее начала и успешно забросила. Не знаю. Ну, всякий раз, знаете, думаю, тут очень много мелочевки, и мне все думаю, ну, это надолго, это займет много времени и так далее, и так далее. И, в общем, в итоге как-то подвисла эта работа у меня, которую, конечно, хотелось бы все-таки закончить. И вторая работа менее кропотливая, но тоже почему-то не пошла. Вот. Постоянно я ее откладываю. Достаю, начинаю, потом думаю, нет, пока уберу, потом доделаю, уберу, потом доделаю. Ну и вот в итоге она у меня так и подвисла. Здесь была еще третья. Я просто не успела уже в мае ее докрасить, поэтому тоже хотелось бы закончить. Нравится мне эта раскраска. Здесь акварелью прям самое то красить, поэтому буду делать. Дальше. Волшебная шкатулка от Ханны Карсон. Здесь не столько доделывать, сколько сделать. Нужно просто, во-первых, мы договаривались с Викой раскрасить здесь пару иллюстраций. И я все никак их не сделаю. Уже давно должна была сделать, и вот все откладывалось. Во-первых, вот этот разворот домики нужно раскрасить обязательно. И здесь еще одна иллюстрация. Мы с Викой договорились раскрасить, но у меня тут вообще прям все плохо было. Я психанула, расстроилась, бросила. Но думаю, что хотя бы как-то нужно это все поправить, исправить. В общем, буду мучить. В чем проблема? Расскажу, почему так все получилось печально. Я решила нанести под гуашь. Думаю, ну, акварель не легла на грунт. Проблемы с этим. Нанесу, так как здесь протекает все, чем ты красишь. Видите, у меня еще вот эти вот затеки. Я не знаю, как еще тут буду это все дело исправлять по будущему. Да. В общем, думаю, акварелить здесь площадь бешеная, да, фоны делать. Думаю, ну, акварелить здесь никак, все протекает все время. Ну, у меня, по крайней мере, протекает. Буду говорить, давайте за себя. Девчонок знаю, у многих получается даже акварелить в этой раскраске. У меня не получается. И я решила нанести грунт. И думаю, ну, акварель не ложится, я нанесу гуашь. К слову сказать, сразу гуашь хорошая. И что вы думаете? Она не легла. Всякий раз, как я вела кисточки тоже я меняла 25 раз, дабы хоть что-то сделать. Она вот, видите, стирает. Когда повторно начинаешь более аккуратно ложить, она стирается, она вот это все вытирается. Я потом часть вымывала, думала, ну еще раз положить ровнее. В общем, это все ужасно получается. И как я буду это исправлять, я, честно говоря, не знаю. Единственное, что мне нравится, такое, знаете, ну что-то такое, как, даже не знаю, какой-то раритет, прям старье такое, антиквариатное что-то. Я даже не знаю, как это назвать. Что-то как будто, знаете, вот этой картинки уже прям 100 лет, и все такое вот старое, в таком вот стиле каком-то, тогда раритетном будет. Ну, не знаю. Картинка сама по себе иллюстрация красивая, интересная. Я ее уже начала, в любом случае уже нужно доделать, поэтому я решила, что ну, бросать как-то тоже неприлично. В некоторых местах вот получилось, что попало на рисунок. Обидно, конечно, ну, будем надеяться, что
Это можно будет поправить. В общем, я решила, что в любом случае ее нужно раскрасить, даже вот с таким фоном. Нужно раскрасить, чтобы она хотя бы была у меня раскрашена. Поэтому обязательно буду сидеть, мучить. Может быть, что-то из этого и получится. Вот. Намучилась я, конечно, с ней много, и вот оно мне, видите, я постоянно размывала, все затекать начало. В общем, да, я накосячила прям конкретно здесь. Ну и есть у меня здесь еще одна иллюстрация начатая. Я как-то, по-моему, пробовала карандаши здесь потестировать, пыталась. Да, вот она, эта иллюстрация. Начала тоже, и как-то вот, и все. И не закончила. Поэтому, ну, в идеале хотелось бы закончить тоже. Посмотрим. Буду пробовать закончить. Следующее. Это тоже Ханна. Это уже сказки леса. Ну, я и так называю их, знаете, зеленая, фиолетовая. В общем, здесь у меня не закончена тоже работа. Две даже, я бы сказала, которые тоже нужно бы уже давно закончить. Как-то я сажусь, начинаю делать и, не знаю, не пошло, отложила. И вот так вот уже несколько раз. Поэтому в этот раз хотелось бы все-таки ее доделать. Этих жучков-паучков. И здесь у меня еще одна была разворот. Тоже я начала. И как-то не закончила. Поэтому здесь тоже обязательно прям нужно закончить эти работы. Потому что хочется уже что-то другое раскрасить. А постоянно держат эти две работы. По номерам Creative Heaven. Здесь, ну, здесь, в общем-то, не проблема. Здесь, скорее, просто я не успела раскрасить иллюстрацию. Ее просто нужно докрасить. Но, дабы не откладывать в долгий ящик, нужно будет тоже в этом месяце обязательно ее докрасить. Не могу сказать, что здесь прям это проблематично. Ну, пусть она будет тоже в этих планах. Эта работа. Потому что не часто я в последнее время крашу по номерам. Следующая тоже многострадальная иллюстрация. Это Мариола. Мне очень нравится Мариола. Мне понравилось красить девушек. Не секрет, все уже знают. Но почему-то вот на этой иллюстрации, и я не скажу, что она мне не нравится, она мне нравится. Но почему-то я на ней подвисла, и уже я даже не помню, с какого месяца она у меня в процессе. То я начала красить, раскрасила только вот руку и лицо. Потом, по-моему, если не ошибаюсь, раскрасила там волосы. Потом села, чуть-чуть помучила вот эти вот детальки. В общем, я никак не могу, то фон села, сделала. Никак не могу ее закончить. Вот. Очень хотелось бы... Обычно я сажусь и раскрашиваю иллюстрацию. В этот раз уже, смотрю, кожа светлеют, карандаши прям, видимо, подвытерлась. А я все никак ее не раскрашу. Поэтому, конечно же, обязательно хотелось бы ее тоже раскрасить. Ну и амарантин Колдыревый. Здесь тоже две работы, которые уже давным-давно пора закончить. Все никак. Первое, место много занимают книги. Первое, это вот такая вот иллюстрация тоже здесь. Но это скорее даже не начатый долгострой. Это я начала красить, пробовала акварель. Ой, прошу прощения, гуашь мне подарили. Подарила Мила на день рождения гуашь. По-моему, нет, на 8 марта, наверное. Ну, в общем, неважно. Подарок был, да, гуашь. И я хотела попробовать где-нибудь, ну, как она вот, в работе, как, чего. И я вот решила тут закрасить фон. Ну, и все. И на этом остановилась. Я так думаю, что нужно все-таки ее закончить, докрасить. Но здесь постоянно меня вот смущает. Здесь пантера это черная. Здесь, хотя можно ее львицей опять же сделать. Здесь темнокожая девушка. В общем, черные волосы. Это, конечно, для меня все немножко сложновато пока еще. И одну работу я так и не доделала в течение месяца, поэтому тоже нужно будет закончить начатую. Это вот такая вот, я не знаю, уже в более то ли китайский, то ли японский стиль, да, такая вот девушка. Здесь уже фактически готовая работа, здесь осталось совсем чуть-чуть, но тоже как-то вот подвисла я на ней и все. Почему-то она идет, знаете, она легко, ну, вполне нормально я ее крашу.
Все вполне прилично, хорошо. Единственное, очень медленно. Как-то так медленно, долго все происходит. Наверное, поэтому и подвисло. Так что буду вот доделывать эти все работы. Собственно говоря, здесь достаточно вполне. Да. Ну, кто-то скажет, на месяц это мало, кто-то скажет, это даже очень много. Ну, некоторые, я говорю, мне просто сесть тут дело, не знаю, может, час посидеть с какими-то, да, работами. Здесь вот буквально полчаса, может, час работы. А здесь тоже, собственно, этих жучков. Ну, опять же, смотря как красить буду. В круге жизни тоже вроде как. Не сказать, что прям все большие, бешеные, сложные, емкие работы. Ну вот с портретами и здесь немножко придется повозиться не один день. Так что я думаю, на месяц этого вполне будет достаточно. Особенно если учитывать, что у меня еще есть другие работы, другие планы, челленджи и так далее на месяц, на этот. Ну и бывает так, что просто не хочется красить что-то, да, передумал. Поэтому я думаю, этого будет достаточно. Не знаю, с чего начну. Скорее всего, по номерам. Она самая простая в этом плане. Она самая простая. Или с круга жизни. Не знаю, сейчас подумаю. У меня, в общем-то, рядом есть и фломастеры под рукой. И, в общем-то, я акварелила, сидела вчера. И сегодня могу... Можно было бы, пока не убрала со стола акварель. Я когда не акварелю, я убираю со стола, да, лишние канцелярию. И пока у меня акварель, здесь можно было бы и поакварелить, в общем-то. Ну, не знаю, посмотрим сейчас, как будет настроение. Скорее всего, я закончу уже вот эту иллюстрацию. Это весенняя иллюстрация, а у нас все-таки уже лето. Я ничего против не имею, могу рисовать и летом, зиму, и наоборот. Ну, как бы хотелось, я красила ее к весне. Все-таки приурочить ее хотела к весенним денькам. И как раз последние дни весны думала докрашу, но вот что-то у меня не заладилось. Я просто не успела ее сделать. Поэтому, наверное, начну с нее. Буду красить по номерам. А потом уже все остальное более уже посложное. Здесь, наверное, самое такое без проблем краситься. Здесь только бери нужный цвет и закрашивай. Вот такие вот у меня будут в этом месяце, должны будут быть работы. Обязательно мы решили с Викой, что 29 июня вам покажем. Ну, 29, 30 там решим. Покажем результат всех этих работ. Что я успела сделать за этот месяц, что не успела. Обязательно в конце месяца мы вам покажем. Ссылка на Викин канал будет, как всегда, под видео. Обязательно проходите, знакомьтесь. У нее тоже будет видео. Ну и в течение месяца буду иногда вам показывать, может, где-то во влогах, что я крашу конкретно из этого видео. Может быть, что-то добавлю, что-то уберу или в процесс буду показывать. Ну, в общем, будем там смотреть. Ну, а сейчас буду докрашивать эту иллюстрацию. Так, продолжаю свой хобби-влог. Извиняюсь, немножко отвлекли. В общем, решила я все-таки красить по номерам. Уже доделать ее, так сказать, начать с легкого, что у меня сегодня камера не хочет меня слушать. Красить буду, напомню, вот такими фломастерами из Fix Price. Это Kids Fantasy, 60 штук. Ну и хочу показать одну покупочку, такую новинку. Это набор гелевых ручек, белые чернила. Написано для черной бумаги, но я ее не для черной бумаги их купила. Ну, все знают, что в раскрашивании мы часто используем белые ручки. И эти ручки очень хвалили девочки. Тера тоже себе их купила. Попробовала уже. Говорит, что очень хорошие ручки и имеет смысл их приобрести. Поэтому я сбегала в магазин быстренько и купила тоже. У нас, по счастью, они есть. Так, вот такие вот ручки. Достаточно толстенький такой стержень у них. Ну и, слушайте, ну, пишут хорошо.
достаточно белые, достаточно хорошо рисует. Мне нравится. Попробую в раскрасках. Так, что такое? Ну, здесь бумага немножко отличается. В целом я довольна пока что. Вот видите, уже недовольна, допустим. И все. И на этом все. Ну, это, видать, шарик. Попробуем расписать, посмотрим другие ручки. Здесь просто еще и бумага такая, не для этих целей. Вот. Ну, вот это хорошо. Пишет, рисует. Ну, достаточно так белая. Ну, вот, видимо, одна немножко подзаедает. В общем, в целом я пока довольна. Буду пробовать в раскрасочках эти ручки. И если действительно понравится, то приобрету, схожу еще. В принципе, здесь 4 штуки, я думаю, вполне достаточно. Ну, посмотрим. В общем, пока я ими довольна. Этими ручками. Ну и буду сейчас докрашивать свою вот эту вот работу. Так, что у нас 12? Темно-серый цвет. И я надеюсь, вам видно. Буду сейчас красить эти фломастеры. Ну, здесь они неплохо. Не так, может, хотелось бы, но немножко бывает подскатывают бумагу. Ну, если не лозить, знаете, это безостановочно, не наслаивать тут, то, в принципе, проблем таких, чтобы не возникает. Поэтому, в принципе, я так думаю, красить можно этими фломастерами. Вполне себе приличные. Ну и в любом случае мне нужно, так как куплены, нужно использовать. Как-то вот в последнее время очень мало пользуемся. Я, по крайней мере, крашу фломастерами. Как-то ушли фломастеры на дальний план. И поэтому, конечно же, нужно использовать, чтобы не пошло все в ведро. Нужно пользоваться, нужно чаще красить, потому как, ну, сохнут. Можно, конечно, реанимировать фломастеры, но мне не нравится. Я стараюсь уже не реанимировать, если только какой-то особенный цвет у фломастера, который достаточно редко там встречается или наоборот очень часто нужен, а не во всех наборах бывает. Тогда я еще могу там как-то попробовать реанимировать фломастер. А в целом обычно вот эти я не реанимирую. Ну, не вижу смысла. Во-первых, особенно такой совсем детский дешевый какой-то сегмент, нет смысла реанимировать. Всегда можно купить, тем более, что, я не знаю, мне не очень нравится. Не всегда они после, вот так сказать, реанимации хорошо пишут. Все равно какие-то, да, проблемы с ними бывают. Поэтому как-то не заморачиваюсь с этим. Не то, чтобы там кто-то скажет, ну, выделываются. Любят у нас так частенько писать на ютубе. Нет, просто, ну, смысл. Когда все равно еще, знаете, есть такой момент, когда раскрашиваешь. Вот сейчас и раскрашиваешь, и снимаешь, да, вот на YouTube. И не только. Да неважно, в общем. Когда начинаешь все больше красить, все больше снимать, хочется чего-то нового попробовать,
и порой нужно что-то новое пробовать, что-то новое показывать. Вот. И просто бывает такое, что хочется что-то, чего-то нового. И все равно так или иначе покупаешь. Какие-то новинки, еще что-то. Поэтому, ну, не вижу смысла одну пачку фломастеров постоянно реанимировать, когда проще купить что-то новое. В общем, вот так у меня будет двигаться работа. Не буду вас долго задерживать, затягивать слишком длинный влог. Буду сидеть, красить. Вам хорошего настроения. У нас, как вы поняли, погода не айс. Но это сильно на настроение не влияет. Скорее больше влияет тот факт, что отопление-то уже отключили. А на улице вы видели, какая у нас погода. И, конечно, дома не очень хорошо. Я еще такой человек, который... Ну, мне лучше пусть будет жарко, чем холодно. Поэтому сложновато. Ну, в целом, погода, ну, нам не привыкать. У нас постоянно так, поэтому в основном, по крайней мере, так. Поэтому ничего страшного не произошло. Неприятно. Хотелось бы, конечно, чтобы, как у остальных, тоже было тепло. Но в целом пережить можно. Поэтому сильно не расстраиваюсь. Всем хорошего настроения, вдохновения, новых покупок, каких-то новых впечатлений этим летом. Кто собрался в отпуск, хорошо вам отдохнуть, набраться новых сил, впечатлений, чем-то вдохновиться в отпуске. Ну, а я с вами буду пока прощаться. До следующих встреч в новых видео, в новых влогах. Всем пока-пока.